Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это третья и последняя часть мастер-класса по вязанию бычка. У нас уже подготовлены голова, ножки и животик для него. Сегодня мы полностью закончим с нашей игрушкой. Берем животик, в нем 3 ряда. Счет рядов продолжаем, и в следующих 2 рядах будем ввязывать ножки бычка. Первый этап – вяжем внутренние стороны ног, используя по 3 петли от каждой ножки. Второй этап – вяжем внешние стороны ног, используя оставшиеся 6 петель от каждой ножки. Итак, начнем. Вяжем 4-й ряд. Сначала провязываем 1 столбик без накида по животику или по телу, его уже можно так называть. Дальше присоединяем первую ножку к лицевой стороне животика. Нам надо провязать 3 столбика без накида сквозь петли последнего ряда ноги и животика вместе. Причем вот этот переход между началом и концом ряда спрячем в процессе ввязывания. Обратите внимание, вот это последняя петля последнего ряда ножки, а это первая петля последнего ряда ножки. Вводим крючок в первую петлю последнего ряда ножки изнутри и в следующую петлю по ходу вязания животика. Провязываем первый объединяющий столбик. Дальше вводим крючок в последнюю петлю последнего ряда ножки и в следующую петлю тела. Провязываем второй объединяющий столбик. Находим следующую петлю ножки и следующую петлю тела. Провязываем третий объединяющий столбик, причем начинаем ввязывать хвостик от ножки. Вот мы ввязали внутреннюю сторону первой ножки. Дальше вяжем 8 столбиков без накида по телу. При этом ввязываем хвостик, не забываем. Берем вторую ножку и точно так же ее ввязываем. Находим первую петлю, вводим крючок в нее изнутри, вводим крючок в следующую петлю тела, провязываем первый объединяющий столбик, вводим крючок изнутри в последнюю петлю ножки и в следующую петлю тела. Провязываем второй объединяющий столбик, вводим крючок в следующую петлю ножки и в следующую петлю тела. Провязываем третий объединяющий столбик и начинаем ввязывать хвостик от этой ножки. Вот мы ввязали внутреннюю часть второй ноги. Дальше вяжем 6 столбиков без накида по телу и продолжаем ввязывать хвостик. Берем третью ножку, точно так же ее ввязываем. Дальше вяжем 8 столбиков без накида по телу. Ввязываем последнюю 4-ю ножку.
И осталось нам провязать 5 столбиков без накида по телу до конца ряда. Вот мы ввязали внутренние поверхности 4 ножек. В этом ряду, так как мы не делали ни прибавок, ни убавок, у нас должно остаться 40 столбиков без накида по кругу. Вяжем следующий 5-й ряд и довязываем ножки до конца. Сначала вяжем 1 столбик без накида по телу, затем 6 столбиков без накида по первой ножке. Теперь вяжем 8 столбиков без накида по телу. Подошли ко второй ножке, по ней тоже провязываем 6 столбиков без накида. Дальше вяжем 6 столбиков без накида по телу. Теперь 6 столбиков без накида по третьей ножке. Затем 8 столбиков без накида по телу. Шесть столбиков без накида по последней 4-й ножке. И нам осталось провязать 5 столбиков без накида по телу. Вот мы окончательно ввязали ножки. В этом ряду у нас должно было получиться 52 столбика без накида по кругу. В следующем ряду нам необходимо сделать 8 прибавок в строго определенных местах. По каждой ножке, по бокам игрушки и спереди и сзади. Кстати, там, где проходит контрастная нить, это зад игрушки. Итак, вяжем 6-й ряд. Сначала вяжем 4 столбика без накида. Потом делаем 1 прибавку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Опять делаем 1 прибавку. Потом вяжем 5 столбиков без накида. 1 прибавка. 6 столбиков без накида. Прибавка. 5 столбиков без накида. Опять делаем прибавку. 5 столбиков без накида. 1 прибавка. 6 столбиков без накида.
прибавка, 5 столбиков без накида, прибавка и осталось нам провязать только 2 столбика без накида до конца ряда. В этом ряду у нас должно было получиться 60 столбиков без накида по кругу. Вот так выглядит теперь наша будущая игрушка. Дальше мы приостанавливаемся для того, чтобы сделать каркас для ног и вставить. Каркас будет выглядеть вот так. Это кусок провода, сложенный пополам, у которого подогнуты концы и обмотаны лейкопластырем. Чтобы определить его длину, надо приложить провод к ножкам, примерить и отрезать его на пару сантиметров длиннее. У меня получилось 17 сантиметров. Таких каркасов нужно будет сделать 2. Давайте сделаем второй вместе. Вот 2 наших каркаса. Берем нашу будущую игрушку и вставляем каркас в ножки. Если вам мешается наполнитель, лучше его вынуть, а потом, после того, как каркас будет находиться на своем месте, донабить ножки наполнителем вокруг каркаса. Вот я вставила каркас. Теперь давайте донабьем ножки наполнителем. Ножки набиты. Вот так теперь выглядит наша будущая игрушка. Ну и продолжаем вязать. Дальше вяжем 6 рядов по 60 столбиков без накида в каждом. Вот мы провязали 12 рядов тела. Дальше будем постепенно делать убавки в задней части игрушки, чтобы сформировать попку бычка. Итак, вяжем 13 ряд, делаем 2 убавки подряд, затем 48 столбиков без накида и 4 убавки. Дальше вяжем 2 ряда по 54 столбика без накида в каждом. Шестнадцатый ряд 3 убавки, 42 столбика без накида, 3 убавки. Дальше вяжем 2 ряда по 48 столбиков без накида в каждом.
19 ряд, 3 убавки, 36 столбиков без накида, 3 убавки. Вот у нас уже формируется попка. Дальше вяжем 20 ряд, 42 столбика без накида подряд. Теперь мы остановимся для того, чтобы набить тело наполнителем. Не забудьте уложить в заднюю часть утяжелитель. Тело набито. Дальше будем формировать спинку и шею бычка. Для этого сначала обрежем рабочую нить длиной не менее 3-4 метров, чтобы хватило довязать тело до конца и еще остался хвостик для пришивания головы. Вытягиваем эту ниточку. И займемся 21 рядом. Складываем деталь пополам и сшиваем поочередно 22 петли последнего ряда за передние стенки. Можно это сделать с помощью иглы, а можно и крючком. Вводим крючок за переднюю стенку первой петли с этой стороны тела, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем. Теперь вводим крючок за переднюю стенку петли с другой стороны. Захватываем рабочую ниточку и тоже ее вытягиваем. И так действуем, пока не соединим друг с другом 22 петли. Вот мы соединили 22 петли поочередно за передние стенки. Теперь затягиваем ниточку. Вот что получилось, очень аккуратненько. В этом ряду у нас должно было остаться 20 столбиков без накида по кругу. Сейчас мы их провяжем и сформируем шею. Вводим крючок в следующую петлю, набираем одну воздушную петлю и в эту же петлю провязываем первый столбик без накида. Дальше вяжем еще 19 столбиков без накида по кругу. Далее давайте перекинем нить контрастного цвета и начнем вязать следующий 22 ряд. Тоже 20 столбиков без накида по кругу.
Ну и вяжем последний ряд шеи, 23. Сначала наберем 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3. Затем провяжем 4 столбика с одним накидом подряд. Теперь 3 столбика без накида. Затем 6 соединительных столбиков. Потом 3 столбика без накида. И завершим этот ряд 4 столбиками с одним накидом. В конце сделаем 1 соединительный столбик. И вытянем ниточку. Вот что получилось. Мы специально последний ряд вязали таким образом, чтобы у нас образовался скос, чтобы в дальнейшем голова была немножко наклонена вперед. Ну, дальше осталось нам вынуть нить контрастного цвета и донабить тело до конца. Я с помощью наполнителя округлила попку и плотно набила шею. Тело полностью готово. Теперь будем пришивать голову. Для этого ровно присоединим ее английскими булавками к шее и вставим хвостик в иглу. Пришиваем следующим образом. Захватываем поочередно петельки головы и петельки последнего ряда шеи. При этом натягиваем ниточку и действуем так по кругу, пока не пришьем всю голову. Это делать не очень удобно, но надо постараться. Главное, чтобы голова была ровно пришита. Теперь можно делать узелочек и прятать ниточку внутри игрушки. Голова пришита. Дальше сделаем хвостик. Отрежем
3 ниточки белого и 3 ниточки светло-коричневого цвета длиной примерно по 15 сантиметров. И с помощью крючка присоединим их к попке бычка. Определим примерное место. Ставим сюда крючок. Складываем каждую ниточку пополам. И захватываем ее с помощью крючка. Теперь сплетем косичку, перевяжем ее и подровняем ножницами. Хвостик готов. Дальше займемся копытами. Для того, чтобы оформить копыта, ставим белый хвостик от ножки в иглу и сделаем утяжку строго спереди. Вводим иглу между белой и коричневой частью. Выводим в кольцо амигуруми. Натягиваем ниточку. Еще раз повторяем. Затем нить закрепим и обрежем. Копытце готово. То же самое делаем со всеми остальными ножками. Все копыта готовы. Ну и в конце, если хотите, можно сделать челку бычку. Для этого надо обмотать светло-коричневой пряжей палец, перевязать и пришить между рогами. Дальше необходимо красиво уложить челочку и можно прятать ниточку. Вот наш бычок и готов. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!